Ну, то есть исторически так сложилось, что я вот выбрал как точку применения вот этого творческого потенциала, я создаю дизайн. Ну, как-то так исторически сложилось. Мгм. И я долго-долго еду по этой дороге. И вроде на ней даже хорошо зарабатываю, там какое-то признание получаю. Но возникает вопрос, что если после меня выхлоп почти нулевой, ну, в остатке, то, возможно, есть какие-то другие точки применения, где более эффективно, более продуктивно можно использовать те же самые способности к дивергентному, там, критическому, творческому мышлению, Мгм. которое в нас есть. Вдруг просто куда-то приложить эту же штуку между ушей, вдруг ее можно приложить в другое место. И от нее будет больше остаток, больше пользы. Дизайн – это профессия по проектированию. И если мы говорим про применение своего вкуса, визуальной насмотренности, креативного мышления, логики, видения, куда мы идем и зачем, способности принимать риск и ответственность, то это никуда не девается от того, как называется твоя профессия в моменте. Тут хотелось сказать слушателям, что, во-первых, да, каждый человек э, содержит в себе искру творчества, созидания. Потому Мгм. что для меня творчество – это акт созидания, когда мы что-то из придуманного здесь каким-то образом проявляем в реальный мир. То есть вот именно не просто потрындели, разошлись, либо помечтали, Мгм. разошлись, а когда произошел вот этот акт, когда из представленного воображенной какой-то картинки мы родили какую-то идею, замысел, мы его проявили в этот мир. В этот момент возникает процесс творения. И каждый человек в мире, вообще каждый человек, он творческий, просто ну, с разным потенциалом, с разной тренированностью этого навыка. Но люди творческих профессий, это выборка людей с большим потенциалом. Поэтому каждом слушателе, связанном с какой-то творческой деятельностью, тем более с такой сложной с точки зрения когнитивки, как дизайн, продуктовый дизайн, он очень сложный именно с точки зрения количества взаимосвязей. Короче, а, люди, которые им Мгм. занимаются, в принципе, уже прошли огромное количество фильтров. То есть в них этого потенциала творческого многократно выше. И вот эта вот штука, потенциал, не все врубаются. Никто, вот, ну, там, тебе вот 30 с плюсом на вид, да? Вот. Ну да. Никто из нас не знает, кем он станет, когда, условно, вырастет. Просто, Мгм. блин, каждое человеческое существо, каждый человек, он полон потенциала, он росток нераскрытого потенциала. Не знал там Стив Джобс, что он станет Стивом Джобсом. Не знал Илон Маск, лысеющий программер, блин, что он создаст какие-то серьезные компании. Не знал Эйнштейн, что он будет Эйнштейном впоследствии. И каждый из нас не знает, кем он станет, когда он вырастет. То есть вот тот росток потенциала, который есть внутри нас, не факт, что он будет раскрыт, но он есть в каждом. И мы не знаем, как и где и когда он проклюнется. Вот. Но вот искать ему наилучшее место для применения, постоянно... Ну вот есть в тебе вот этот внутренний свет, да, способность созидать, Мгм. влиять, воздействовать на окружающий мир. Я намеренно говорю не создавать, потому что может быть очень творческим разрушение, освобождение места для чего-то нового в том числе. Вот. А вот именно влиять на окружающий мир, отсюда проявляться каким-то образом Мгм. в настоящем. Постоянно искать вот наилучшее место для применения. Потому что вот эта штука внутри, способность созидать, она особенная. То есть она есть в каждом, но у людей творческих профессий эта звездочка очень яркая, эта звездочка очень тренированная. Мгм. Вот. И поэтому вот ее можно направить на много вещей. Кто-то кто-то может ей иконки рисовать, кто-то кнопки переставлять, кто-то, используя эту же самую штуку, может запускать ракеты к Марсу. Это как раз вот постоянный поиск, Мгм. куда
направить тот лучик света, который есть внутри.